Друзья, всем привет! С вами снова Ольга Старшая. Я продолжаю делать свой проект. Делаем курточку бомбер. На этом результате мы остановились в прошлый раз. Сейчас я буду делать детализацию. Для начала я бы хотела определить кое-что. Мне хочется сделать тут такую линию. Давайте я ее прямо здесь и найду. Примерно так. Да? Да. А еще я хочу примерно здесь же, только выровняем. Здесь у меня тоже должен быть шов на куртке. Так, что дальше? Линию сделали. Дальше мне нужно сделать где-то 1 сантиметр в другую сторону. Так. Так, куда это сместил? Окей, теперь это. Ага. Так. Extended. Так, окей. Хорошо. Теперь что мне нужно сделать? Мне нужно сделать детализацию. Для этого мне нужно будет сделать вот на всех этих изгибах. Так, default extend. А здесь еще и здесь. И здесь. Так, нам нужны вот эти линии. Тут что случилось? Вот это вот нам не надо было. Extend ставить. Окей. Здесь все нормально. Хорошо. Дальше. Где нам еще? Ну, здесь, в принципе, не надо. Зато здесь надо. Да, пусть будет так. Так, опять я что-то куда-то... Да. Все, здесь так. Что еще? Еще мне нужно разместить карманы. Потому что у меня будут карманы. У меня будут карманы на рукаве. На одном. Так, это какой рукав? Это вот этот, да? Угу. И карманы на самой куртке. Так, карман. Я думаю, что сантиметров 15 на 15 он должен быть. Как нам его расположить? Вот по этой точке сейчас сориентируемся. Так. Так, ладно, вот с такими миллиметрами это нафиг надо. И опускаем все это где-то на 7. Смотрим. Ну, в целом, окей. В целом мне нравится. Так, у нас еще будут... Так, у нас еще будет здесь разрез. Это значит 1 сантиметр.
15. Так, давайте сразу Alt-T, Alt-L и сдвинем где-то на 3. И здесь у нас будет замок. Угу. Так, что еще? Здесь ничего не буду делать. Знаете что? Я хочу настроить следующее. Во-первых, вот здесь мне не нужен вот в этом месте, вот в этом месте и вот в этом месте. Я хочу убрать нормали, потому что они мне здесь как бы не нужны. Они тут некрасиво смотрятся на толстой резинке. А во-вторых, я буду кое-что другое делать. Так, и на горле тоже. Так, отсюда нормально поубирали. Теперь я хочу настроить все эти швы следующим образом. И сайт B. Так, чтобы у меня... Да, все правильно. Чтобы резинка была под низом, а не сверху. Чтобы как бы здесь нахлёст был. Как бы это показать там? Ну ладно, тут вы ни хрена не увидите. То же самое, кстати, надо в манжетах сделать. Но я считаю, что это важно. Так, по-моему, в манжетах что-то не то. О, теперь правильно. Отлично. Дальше. Нам нужно будет сделать еще одну какую-то ткань. Есть у нас в библиотеке ткань интересная. Называется лазер. Так. Фиг мы так найдем ее. А вот так найдем. Дайте-ка я ее переименую. Сейчас она нам понадобится. Ну, вроде бы все. Так, для начала, что я хочу сделать? Ну, в принципе, значит, смотрите. Мне нужно сейчас вот эти вот части, всю куртку, кроме манжетов и пояса, то есть кроме этой рибаны, сделать клон. Я буду делать клон. Команда у нас такая, чтобы вам было видно. Правая кнопка мыши, Create Lining и Lining Inside. Так, давайте я ее ниже положу. Все, значит, что произошло? У меня... Что вот это такое? Связь. Что у меня с чем связано вообще? Ну ладно. В общем, смотрите, у меня под низом, под вот этим слоем появился еще слой. Давайте просимулируем. Опа. И вот эти места, где у меня были сделаны интернал-лайны, они теперь прошиты.
А еще у меня проблема, куда-то замок делся. О, появился. Теперь вот этим всем кусочком я хочу задать вот эту новую ткань. Так она у нас выглядит. И чтобы у нас не было конфликта тканей, надо сделать для начала вот у этих всех тканей я сделаю флип нормалей, а потом установлю сет саблейр. И везде переключу на минус, потому что у нас изнанка к изнанке ворочается. Так. Интересно, а что у нас? Ха, прикольно. Почему-то на весь паттерн оно не assign. О, все. Так, отлично. Значит, дальше. Для того, чтобы... Давайте я это сдвину вниз. Для того, чтобы наша курточка была детализированная, нам надо всему этому счастью сделать пятерку particle distance. Это первое. А второе, вот эти места... Так. А это на десятке, да? Так, а второе, сейчас нам нужно будет... Так, это я уберу. Убрать связи. Remove Linked Editing. И посвязывать это все заново. Это Apply Symmetry. Вам не видно. В общем, блин, не могу показать. Apply Symmetry. Ай, давайте, знаете, что сделаем? Удалим просто вот эти точки. А вот это сделаем, развернем. Alt-Y. Так. Это я заморожу. И еще раз прошьем. Угу. Так, у нас слетели саблейры. Ну ладно, перенастроим заново, ничего страшного. Отлично. Так, Ctrl-K. Все, это у нас настроено. Так, чтобы у нас появилась детализация на курточке, нам нужно вот в этих местах, где швы, поделать subdivision. Кстати, этот шов нам бы тоже как бы это сделать вот такую штуку. Так, что у нас на что накладывается? Да. Вот здесь такой типа подворот. Супер. Так я не уверена, что, кстати, этому шву тоже нужна нормалька. Ну-ка. Давайте я уберу. Угу. И еще. Что у нас там? Сайд Б. И на фронте. Ну, в целом ок. Так, тут получилось то, что надо. Давайте сделаем детализацию. Так, там нужно поубирать вот здесь
симлайны, ой, симтейп, усиление швов, и все, в принципе. Пробуем. Выбираем все эти места, где мы откладывали линии. Делаем Subdivision. Где-то нам на сантиметр, на 10 миллиметров будет достаточно Subdivision. Дайте-ка я гляну, в какую сторону. Ой, у нас еще не везде кладовая сетка. Так, значит, смотрим. Нам Subdivision. В какую сторону? Ну-ка. Он сразу в две стороны делает. Ой, почему 1,10? Да, в принципе, тогда и здесь тоже. Ой, не elasticity. Так, погодите, а где Subdivision? А почему на этой линии нету Subdivision? Очень интересно. Ничего не понятно. Давайте я ее удалю. И я знаю, что у меня вот эта линия отложится. Нормально. И сделаем ей трим. To outline. И еще Subdivision делается. Окей, теперь только попришивать надо. Так, N. Это сшиваем вот с этим. Отлично. Пробуем симулировать. Ой, я забыла карманы сделать. Ну ладно. Будем потом делать карманы. Так. Где мы тут сделали, тут не сделали. Subdivision 10. Так. Боковушки. Так, здесь все ок. Так, теперь нам нужно рукава Remove Linked Editing. И вот здесь нужно это удалить вообще. Потому что у нас этот карман будет только на одном рукаве. Супер. Еще у нас на манжетах должен быть Subdivision, но там где-то на 30 миллиметров. И Extended. А вот здесь должен быть Subdivision. Так, еще раз. Extended. И вот здесь. Отлично. Смотрим. Так, здесь окей. Что еще? Ну, здесь мне, в принципе... Ага, подождите-ка. У нас нету шва. Вот здесь.
Ну, вроде бы все, да. Ну-ка посмотрим. Да, все получилось. Так, теперь я усложнила себе задачу тем, что сейчас буду делать карманы. Хотя, с другой стороны, может быть, они мне не нужны прям, чтобы прошивались они в этом, как его, к нижнему слою. Возможно, мне достаточно просто нашить клапана сюда, а возможно и нет. Ну, сейчас посмотрим. В общем, делаем такую штучку. Нет, давайте здесь сразу. Так, размер. Где-то должен быть 17, а ширина 2. Так. Может быть больше. Может быть 20. Это тоже слишком много. Пусть будет 18. Так. Дальше. Мы делаем трейс. Трейс as pattern. Так. Трассировали. Пятерка. Квад. Ctrl-D. Пришиваем M. Нет. Нам только так нужно пришить. Отлично. Дальше. Нам нужно повернуть эти карманы и как-то их расположить. Давайте я их сначала так сделаю, потом сюда где-то на 9, а вверх где-то на 5, а потом мы их на 15 градусов, что ли, повернем. Нет, мало. Давайте на 30. Отлично. Хотя это много. Давай на 20. Так, знаете что? Мне не нравится размер. Пусть будет 15. Нет, пусть будет 16. И поворачиваем на 20 градусов. Ну, в целом ок. Так, значит, это мне нужно 16. Дальше выполняем команду Ctrl/, и он нам размещает, да, и Set Sublayer. Тоже Ctrl/ и Set Sublayer. Так, и да, у нас лазер это окей. Давайте попробуем вытащить. И попробуем пришить. Что получается? Окей. Единственное, что мне вот все-таки хочется эти карманы сшить с этой, как бы это сказать, с той стороной. Как нам это сделать? Ctrl-C, Ctrl-V. Отлично. Так, давайте я выровняю. Alt-L. Потом я вытащу это сюда.
Нет, так не получится. Ctrl-C, Ctrl-V. Вот теперь получилось. Теперь я выровняю Alt-T. А это у нас было так. Я это Alt-B. Все, теперь все правильно. Это удаляем и сшиваем карманы. Так, так. Ну-ка. Что-то я тут намудрила. Хотя все правильно. Все, супер. Значит, хотя по-хорошему нужно было... Так, что у меня тут происходит? Тут что у нас? Тут пятерка. Что у нас тут? Тюрнет. Ну тут да. Давайте я сделаю вот этому экстра рендеринг какой-нибудь. Ctrl-F. Так. Угу. Теперь мне нужно взять вот эти все части и сделать расширение на 105, возможно 110. По двум сторонам, чтобы у нас появились складки в куртке. Наверное, это уже слишком много. Пусть будет 105. Так, вот такая у нас история получилась. Угу. Дальше. Мне нужно, чтобы вот на этих швах вот на этих швах тоже появились как бы морщинки. Для этих целей сейчас будем извращаться разными способами. А пока что сделаем вот что. Я хочу сделать здесь разрез. И я хочу сюда вшить замок. Так. Так. Фиолетовая. Так, замок вшился. Что еще могу сделать? Могу сделать тут чуть-чуть давление. Допустим, на единицу. Угу. Так, мне нужно сделать вот эти штучки на швах. Да, еще, кстати, вот. Вот этот шов и вот этот шов. Мне нужно тоже сделать вот эта история. Так, я не то сделала. Синий шов куда что привязывает, все правильно. А здесь no.
Так, здесь этот, а здесь голубой. Вот это и сайд Б. И фронт. Окей, чтобы рукав как бы под куртку запихивался. Так, супер. Теперь... Subdivision Extend. Попробуем настроить вот эти морщинки эластичностью. Сделаем, например, 120 Inward Gradation. Пусть будет на 20. Так, и что мы тут имеем? И тут какие-то морщинки у нас получились. Даже не знаю, стоит ли их так делать, либо сделать все-таки... Сделать пакерингом. У нас есть другой вариант, смотрите. Берем пакеринг. Создам другой какой-нибудь. Это чисто текстурная штука. Так, пакеринг. Free пакеринг. Так, пробуем. Так, и у нас накладываются здесь такие помятости. Наверное, даже с двух сторон надо это сделать. Вопрос только в том, чтобы потом это все поднастроить. Не в ту сторону. Ну ладно, в принципе, нам надо будет в две. Так. Это не в ту сторону. А почему он... Ну ладно. А. Нам тут вообще нужно... Так, куда ты? Это нам нужно прям по самой этой... Да, боже ж ты мой. Так, здесь так. Здесь так. Здесь так. Не так. Так, тут надо будет развернуть. Или в две стороны. Ну, пофигу. Так, здесь что? Здесь нету ничего. Так, здесь... Так, и рукава. Угу. Так, а если в эту сторону? А ему пофигу, да? Ладно. Значит, смотрим. Edit пакеринг. Можно в обе стороны. Ой, давайте, короче, выделяем все. Все пакеринги, какие есть. Ставим в обе стороны. И, кстати, вот здесь тоже. И здесь тоже.
Так. Еще раз выделяем все пакеринги. Ставим в обе стороны, например. И сейчас будем настраивать. Так. Пам-пам-пам-пам. Так, у нас еще здесь нет пакеринга. Угу. Теперь слишком сильная нормалка. Что еще мы можем сделать? У нас есть разные пресеты. Деним, но это точно нам не подходит. Хотя... Кожа. О боже. Это совсем не то. Нейлон. А вот нейлон, кстати, похож. Но нам нужно еще пресет вот этой ткани сделать физически другой. Я не знаю, что это за ткань такая в плане физических свойств. Я знаю, как она выглядит в плане материала, а вот физические свойства нифига непонятно. Поэтому давайте посмотрим какие-нибудь, что у нас тут есть. Так, полиэстер какой-то, тафета, Оксфорд, ацетат, какой-то сатин. Ну-ка. Текст. Попробуем вот в этой фабрике тоже сделать какой-нибудь полиэстер, сатин. Ага. Так, у нас появились помятости. У нас есть давление, и поэтому куртку немного пучит. Давайте я его уберу до 0,1. Так, мне в принципе детальки эти нравятся, но я еще пока не уверена вот в этих местах. Так, пакеринг. Что у нас тут? Нейлон, полиэстер еще есть. О боже, это прям совсем круто. Шерсть. Не, ну это совсем не то. Полиэстер, нейлон. Что мы можем настроить? Так, я вот думаю, что, наверное, вот здесь вот нам, наверное, не надо пакеринг. Потому что это уж слишком. Так, пакеринг. Длина 15 сантиметров. Интересно, а если сделать 20? О, она стала чуть реже. Ну, мне реже даже нравится. Дальше. Два. Это оно станет глубже. Окей. Так. Ну-ка, давайте здесь глянем. Знаете, что я могу себе позволить? Наверное. Раз у меня увеличено все на 105, то я могу 5 на 5 этих самых все-таки съежить.
А здесь на 5% я могу сделать тоже на 5%. И на 10, ну, попробую. Так. Б. 10. Ну. Интересно, конечно. Ладно. Так, здесь Б. Тоже 10. 95. Дальше. Так, здесь 95. И 10 сила. Это вряд ли что-то сильно даст. Ну, вдруг что получится. Так, Б. Это нам нужно вот эти все швы. Так. А чё я туплю? Значит, берем следующим образом. Выделяем все швы. И здесь делаем 10. 95. Так, переключиться с одной симуляции на другую. Посмотреть, влияет это на что-то или нет. О, таки влияет. Так, это чуть-чуть подымем. Так, у меня что-то замороженное, по всей видимости. Угу. Так, все, помятости добавилось. Осталось сделать несколько швов. Знаете-ка, я все это усилю для начала. Пусть оно расправится. Потом я поставлю 0 давления. И пусть дальше мнется. Так, хорошо. Все, мне в принципе нравится. Единственное, что мне сейчас не нравится, это цвет. И нужно еще будет швы сделать. Швы мы настраиваем следующим образом. Идем сюда, создаем топ-стич. Топ-стич я, наверное, настрою после того, как я настрою ткань. Я хочу, чтобы у меня куртка отливала каким-нибудь там зеленым. Для этого заходим в материал. Вот, лазер параметрс. Короче, настраиваем здесь цвета. Мне нужен зеленый, какой-то не сильно насыщенный. Такой. Так, надо, чтобы немного отливало чем-то другим. Угу. Ну,
И красный мне точно не нужен. Пусть она отливает немного желтым. Вот, примерно такую куртейку я хочу. Так, возможно, мне не надо прям настолько все блестящее. Wait, это насколько это... Насколько она... Так, вот так меня все устраивает. Только сейчас мне хочется манжеты сделать более темные. Так. Типа... Типа такого. Все, меня это устраивает. Окей, теперь настраиваем наши швы. Стежки. У нас есть интерлок, не надо. Угу. Running stitch. Embroidered zigzag. Flat. Так, по-моему, вот это. Дальше. Offset 0. Space 0,05. И попробуем где-нибудь этот стежок. Так. Не тот. Ладно, давайте я пока его сделаю. Free Top Stitch. Ну или сегмент Top Stitch. И глянем. Нет, это не то. Так. Это... О, кстати. Прекрасно, только offset убрать. И цвет. Это у нас должно быть в материалах. Так. Так, это у меня убрано цвет. Пусть будет такой темный. И recolor. И это пусть будет типа шелковая нить. Так, они не нормально. Не темно. Хорошо, все. Топ-стич настроили. Накладываем. Так, пусть и тут будет. Дальше. Ну, тут по любасу надо. Так, и тут, наверное, тоже. Хотя, знаете что? Вот чтобы потом не пришлось это долго удалять, лучше все-таки использовать в таких местах Free Top Stitch. Опа. Здесь у нас просто сегменты. Окей. Здесь тоже. И здесь. Так, ну все. В принципе, этого достаточно. Да, еще кое-что забыла сделать. Если я захочу расстегнуть куртку, то в куртке должна быть еще одна деталька. Так, что у меня за замок такой?
Так, слайдер, да? Почему он made? Если он должен быть металлический. Так, здесь то же самое. Ну, здесь made, да. А здесь, кстати, хочу темную. Ага. Так, хорошо. Здесь металл, металл. Все. Значит, если мы куртку будем расстегивать, там еще должна быть одна деталь. Выглядит она следующим образом. Давайте я вот это и вот это сдвину. Замок сдвину. 52,5. S. 5. 52,5. Окей. Хорошо. И у нас это должна быть вот эта ткань. Так, я должна это пришить. Мне нужно пришить это так. Пять. Квадровая сетка и... Это мы пришиваем сюда. Ставим сет саблайеры. Это сюда и это сюда. Ой, давайте разместим под низом. Пристыкуем. Так. Shift-A. Удалим. Ctrl-H. Сделаем так. Чуть-чуть сюда. Попробуем засимулить. Отлично. Угу. Хотя вот 5 это, наверное, уже слишком. Давайте сделаем 3, что ли. Сантиметра 3 будет достаточно, я считаю. Так, чтобы эта штука не выпирала снизу, ее, думаю, что здесь нужно на сантиметр, наверное, поднять. И здесь тоже. И уголочки скруглить. Ну, где-то на сантиметр. Так, окей. Хорошо. Давайте я вот эти скрою и посмотрим, что там с ней происходит. Окей. Так, нам нужно сделать здесь... Она как бы должна быть прошита. Default на 0,5. Ой. И... Так. И сколько штук? Ну, окей. Хорошо, теперь нам нужно сделать команду create lining inside. Так. Дальше. Симулируем. Ну, окей. Теперь
Сюда кинем этот материал. Здесь сделаем то, что мы делали, 105. 105. Так, дальше. Я, наверное, всей вот этой полосочке задам Subdivision. И где-то на... Ну, пусть будет на все 30. Так. Угу. Такая у нас штука получилась. Кстати, вот эту я бы усилила. И сюда можно добавить теперь швов тоже. А вот эти, наверное, засмузить немного. М-м, 0,2. А то прям некрасиво. Угу. Ладно, пусть так. То же самое. Так, да, дальше. Топ-стич. Так. Фри. Поехали. Так. Ой, как же это тяжко-то. Туда-сюда ездить. В принципе, мы можем тыкнуть сюда. Навести сюда. И ничего не тащить. Все. У нас тут какие-то швы появились. Так, Б. Только знаете что? Мне вот здесь нормалки прям настолько сильные не нравятся. Так, пусть будет 0,5. И может быть размер поменьше. А внешние вообще не должны быть. Кстати, почему у меня здесь столько швов? Что, недостаточно было один сделать? Тут мы вообще нормалку должны убрать. Ладно. Так. Все, супер. Нам нормалка тут не нужна, прям такая. Так, показываем все, что есть. И последнее, что мне хочется здесь сделать. Знаете что? Давайте мы вот эту ткань тоже назначим какой-нибудь. Что это у нас был за...
Полиэстер, нет, не то. Какой-то был... Какая-то была ткань. Полиэстер сатин. О, допустим, интерлок. Так, полиэстер. Это шифон. Вот это похоже на подложечную ткань. Давайте ее сюда бахнем, только цвет изменим. Я хочу, чтобы цвет был какой-нибудь... пусть будет такой же, только посветлее и recolor. Что это за ткань? На что она похожа? Похожа она на подкладку или нет? Так, давайте я сделаю подкладку темнее. Еще темнее. Пусть она будет темно-зеленая. Что я напоследок хочу сделать? Я хочу эту куртку поставить в какую-то позу. Давайте я сохраню. Идем в Animation. Выбираем позу. Модель. Я думаю, сейчас вот из этого что-то сделаем. Только сделаем 90 фреймов. Чтобы у нас побольше было... Побольше времени. Запекаем. Так, куртка у нас запеклась. Давайте выберем фрейм. В принципе, мне и вот это нравится. Так, что еще мы можем поделать? Давайте еще посмотрим, какие есть позы. Так, фэшн. Может быть, вот... Ой. Так, еще раз. Поза. Так, где тут? Вот это. Так. 90 фреймов. Все, погнали. Давайте запечем ее отсюда. Посмотрим. Так, запеклась. Давайте посмотрим. Я бы хотела одну вещь поправить. Это швы вот здесь и здесь. Значит, смотрите. Мне хочется, чтобы вот здесь вот где-то было 12 сантиметров. Может быть, 13. Что не так? Тринадцать, окей. Ладно, перезапечем. Знаете что? Все, я поняла, в чем прикол. Нам нужно вернуть все в исходное положение. Окей, ладно. Это мы можем удалить. Это мы все можем удалить. Позу потом перезапечем. Так.
Я хочу, чтобы здесь было 13, а здесь побольше, потому что у меня сзади слишком большая сборка. Да. Я хочу, чтобы у меня больше сборка была спереди, чем сзади. На резинке. Так, давайте я вот это и вот это сделаю Ctrl-H. А еще мы можем сделать этой резинки, пока это закрою, в физических свойствах чуть-чуть подтянуть бендинг, чтобы ее не так сильно мотало. Так. Угу. Так, хорошо. В принципе, меня это устраивает. Окей. Так, теперь еще раз возвращаемся в позу. Animation Editor. Что у нас за поза? Не, эта поза мне не нравится. Да остановись же ты. Так, убираем это отсюда. Поза А. Окей. Хорошо. Из позы А мы въезжаем в позу. Надо вот найти что-то с руками. Может быть, это. Ну, чтобы руки прям не были прижаты сильно. Так. Чтобы руки не были сильно прижаты к туловищу. Я эту пробовала или нет? Ладно, давайте это попробуем. Попробуем запечь. Надо было больше делать фреймов. Ну ладно. Может, что-нибудь подберем. Как же мне все это не нравится. Ладно. Тогда давайте еще раз просимулируем. И что же нам сделать там? Так, надо устаканить как-то. Может быть, нам просто позу И использовать. Casual. Ладно, пусть будет это. И давайте сделаем 90. Просто опущу руки и все. Запекаем.
Окей. Теперь пробуем выбрать кадр. Shift-A. Ладно, в принципе, мне... Где у нас тут анимация? Animation Editor. Ага, запечка наша слетела. Ну и фиг с ним. Ладно, мне, в принципе, эта поза нравится. Пусть она сейчас просимулируется как следует. И все. Давайте посмотрим на 3D вариант. А, да, вот это. Я хочу это усилить. И чтобы у нас это все не мельтешило, я вот это вот скрою. Все, вот такая у нас получилась куртейка. Единственное, что у нас здесь с этим Carved Side Geometry должен стоять. А почему у меня здесь... У меня что, Double Side стоит, что ли? А, у меня почему-то Double Side стоит. А такого не должно стоять. Все. Здесь все так. Вот эти тени, конечно, здесь страшенные. Так, еще что? Чтобы у нас было все. В общем, получилась у нас вот такая курточка. Вот с такими деталюшечками. Все настраивалось в текстурах. Я тут не делала геометрию, как можно было бы сделать. Но в принципе, мне с текстурами этого, хватает вот этих всех помятостей и всякой такой фигни. Напишите в комментариях, как вам это видео. И если у вас есть вопросы, то, напоминаю, можно написать об этом в комментариях, а можно написать в моем телеграм-канале, и я отвечу там лично каждому, кто что-то захочет спросить или о чем-то поговорить. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.